Я сейчас попробую объяснить мою любовь к климатической политике, так называемой. Совершенно правильное название. КОП – это Conference of Parties, конференция участников рамочной конвенции ООН по изменению климата. 29-я по счету. Если кого-нибудь спросить, когда все это началось, никто и не вспомнит. Ну, я так понимаю, если 29 лет тому назад отмотать, не обязательно. Ничего не получится. Началось все это изумительное состояние нынешнее в далеком 1992 году, когда, собственно говоря, была подписана вот эта рамочная конвенция ООН по изменению климата, которая вступила в силу в 1994 году. В некоторые годы эти конференции участников не проходили. Значит, мой скепсис по поводу этого основан исключительно на первоисточниках. Исполнительный орган вот этих КОП, ну, прежде всего, есть секретариат рамочной конвенции по изменению климата, ООНовский, сайт открытый, русский язык там имеется, как один из языков ООН. Много-много слов сказано о глобальном потеплении, о том, что все пришли к консенсусу, о том, что глобальное потепление шагает, повысится уровень мирового океана, в результате мы все утонем. Там же на первой странице этого сайта, не поленитесь, найдите, черным по белому написано: рамочная конвенция обязывает участников, ратифицировавших ее, действовать в интересах человека даже в условиях научной неопределенности. Как-то Вот на первой странице в условиях научной неопределенности. Что вызывает первую часть сомнений? Если у нас научная неопределенность, то в связи с чем мы начинаем действовать? Сложно сказать. Кроме того, вот на саммите тысячелетия, 92 год, Рио-де-Жанейро, все красиво. Страны подписываются под тем, чтобы снизить антропогенное воздействие, не допустить глобального потепления, не допустить повышения концентрации тепловых газов. До момента 1995 года, даты подписания Киотского протокола, собственно говоря, и парниковые газы не были никак названы. Но мы уже боролись. Неизвестно с чем, в течение 3 лет страны сражались. Если кто-нибудь сможет назвать парниковые газы без разбега: углекислый газ, метан, их вообще 6, гексафторид серы, и, в общем, там 6 газов. Они названы, все хорошо. Киотский протокол, 92 год, время ратификации... 95-й. 95-й, да. Ратифицировать нужно было до 2004 года, с тем, чтобы он действовал с 2005 по 2020 год. В 2002 году правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Касьяновым, вот, премьер-министр, подписывает распоряжение в адрес Министерства экономического развития, в адрес товарища Кудрина или господина Кудрина, разобраться, что из себя представляет Киотский протокол. Кудрин действует вот так, как предписано. Вопрос с научной неопределенностью у кого спрашивать? В Российской академии наук. Лобовое решение. В течение 2 лет Российская академия наук изучает этот документ со всех сторон, с этими парами, с этим глобальным потеплением, глобальным таянием и так далее, и так далее. И в 2004 году, в июне месяце, выносит свой вердикт. Киотский протокол не имеет под собой научного обоснования. Ратификация Киотского протокола юридически ограничит развитие экономики и ВВП России. После чего осенью 2004 года сначала Государственная Дума, потом Совет Федерации голосуют за ратификацию этого чудесного документа. Новых исследований Российской академии наук не проводила, соответственно, ее вывод об отсутствии научного обоснования под Киотским протоколом не появился. Значит, раз написано, что не имеет научного обоснования, вот из этого я и скажу. Я привык доверять Российской академии наук и привык не доверять политикам. Ну, так сложилось. Действовать это должно было с 2005 по 2020 год.
Россия подписала, ратифицировала, она еще и денег на этом заработала. Россия настолько удивительная страна, где из всего коричневого можно сделать конфетку. Коричневым я считаю то, что происходило в 90-е годы, когда у нас просто обвалилась вся экономика, какая могла. Что в 2015 году министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров констатировал, Россия не только выполнила все требования Киотского протокола, а нужно было снизить выбросы углекислого газа на время действия Киотского протокола до 2020 года, вернуться на уровень 90-го года. А мы уже выполнили. У нас все было в порядке, и дальше мы заниматься этим не хотели. Вот что действительно заработали деньги. Деньги заработали за счет продажи углеродных квот. Компания «Газпромнефть» проложила продуктопровод до одного из предприятий Сибура с тем, чтобы попутный нефтяной газ пошел на переработку. Тем самым снизив выбросы тепловых газов, и две японские компании вот эти образовавшиеся квоты купили. Можно было бы валять дурака и дальше, но в 2015 году состоялось Парижское соглашение по климату. В развитие действий Киотского протокола там внесены уже такие числовые нормативы. Страны, подписавшие, обязуются до 50-го года приложить максимум усилий, чтобы глобальная температура не поднялась выше, чем на 2 градуса, а лучше на 1,5. Вот. Мы это не ратифицировали. Я не самый большой юрист. Сейчас выясняется, что Россия взяла на себя обязательство выполнять Парижское соглашение по климату без голосования в Думе и в Совете Федерации. Для чего нам это нужно, мне сказать сложно. Я помню о вердикте Российской академии наук, я ей верю. И, соответственно, логика подсказывает, что все те, кто считает, что нужно бороться за выполнение положения Киотского протокола, занимаются фальсификацией. Извините, меня так учили. Если Академия наук говорит, что научного обоснования нет, значит, его нет. Что еще интересного? В Киотском протоколе все страны мира были разделены на 3 группы. Первая группа – страны, которые обязаны платить и каяться. Каяться за то, что это их деятельность привела к нынешней концентрации тепловых выбросов. То есть, это страны Большой Семерки, прежде всего. Каяться – это вносить деньги в некий фонд, который должен был быть создан для того, чтобы развивающиеся страны не пошли по этому пагубному пути наращивания тепловых выбросов. То есть, мы собираем с развитых стран деньги, даем их развивающимся странам с тем, чтобы они занимались строительством электрогенерации на возобновляемых источниках энергии прежде всего. Что, опять же, есть консенсус о том, что основной вклад в концентрацию выбросов углекислого газа вносит тепловая энергетика. Она плохая, ее не нужно. Фонды не созданы, но это не так важно. Важно, что мы об этом громко поговорили. Те объемы взносов, которые были предусмотрены, никоим образом не соблюдается. Ну, и для того, чтобы было еще интереснее, Киотский протокол ратифицировали 192 государства, отдельно политэкономическое объединение под названием Европейский Союз. Сразу его отказались ратифицировать 4 государства: Западная Сахара, Афганистан, Ватикан, по-моему, Андорра. Вот не хотят они бороться у себя с тепловыми выбросами. Не знаю, как Ватикан себе такое позволяет, но вообще удивительная страна. При нулевом уровне рождаемости демография не страдает. Ну, бывают такие государства. А в 2001 году Конгресс США сообщил, что отказывается ратифицировать. Ну, это так, между делом. В 2012 году Канада официально сообщила, что она выходит из рамок действия Киотского протокола, отзывает подпись. Больше таких вот приключений не было. Ну, характерно, да? Что касается научного обоснования, вот всего того, с чем мы боремся, занимается сбором научной информации, не проводит никаких собственных исследований. Международная группа экспертов по изменению климата, МГИК, при этом
как сказано на ее сайте, поскольку это орган ООН, можно прочитать на русском языке. Я в следующий раз подготовлюсь, еще и какие-нибудь цитаты на экран будем выводить. Научных исследований она не проводит, она по специальной методике проводит экспертизу публикуемых документаций научных, публикуемых научных докладов, где находится эта специальная методика, где с ней можно ознакомиться, никто не знает. Это не так важно. То есть, если называть вещи своими именами, это группа неких экспертов, которые по своей методике отбирают те доклады, которые им нравятся, которые укладываются в концепцию глобального потепления и утопления, а остальные не рассматривают. Мы уже неоднократно наблюдали, хотя надо отдать должное, пресса прикладывает максимум усилий для того, чтобы это нигде не появлялось. Тысячами подписывают ученые, специалисты по климату воззвание: одумайтесь, давайте искать научное обоснование вот под это все. Мы не согласны с тем, что делает МГИК. Ноль эмоций. Одно из направлений, которое появилось, так называемые условия энергоперехода. Энергопереход – штука не новая, она у нас регулярно в истории человечества происходила. Одно время у нас в качестве энергетических ресурсов были дрова с соломой. А потом мы узнали, что такое уголь, перешли на уголь, но мы не забыли о дровах. У нас есть места, где дрова используются. Потом мы открыли для себя нефть, перешли на нефть, но мы не отказались от угля и от дров. Потом у нас началось период освоения природного газа, но мы не забыли про все остальное. Здесь новая формулировка «энергопереход» постулирован. В нем появились условия, их, собственно говоря, 4. Энергоэффективность, декарбонизация, децентрализация и цифровизация. Надо выполнять эти 4 условия, тогда мы сможем попасть в условия, диктуемые Парижским соглашением, не допустить повышения глобальной температуры на 2 градуса до 2050 года. В связи с чем, собственно говоря, и началось массовое закрытие угольных электростанций в Европе. Инициатива исходила из Европы, прежде всего из Англии, где, собственно говоря, собственные угольные месторождения закончились, поэтому они стали главными инициаторами декарбонизации. Закрытие угольных шахт везде. У нас угля нет, значит, все остальные закройте. Вот. Мы одно время присоединялись. Я уже переживал, что ничем хорошим не закончится, но выясняется, что Россия, как страна, пережившая Батыя и Чубайса, погибнуть не может ни в коем случае. Мы пережили 2 самых больших бедствия. Если говорить серьезно, то напомню, что для того, чтобы выяснить, приносим мы вред природе повышением концентрации углекислого газа или нет, нужны 2 числа. 2 числа, не одно. Не только сосчитать, каковы у нас выбросы углекислого газа из наших с тобой легких, например, мы тоже вот норовим все повысить концентрацию, наша экономика, наша энергетика, наш транспорт, вот везде выбросы есть, мы уже все это сосчитали, и одни из самых главных специалистов по углеродной нейтральности, Сбербанк, занимается уже учетом углеродных квот. Вот. Ну, то есть логика такая, что известно, сколько можно в общей сложности выбрасывать углекислого газа. Если превышаешь какой-то норматив, то будь добр где-то приобрести так называемые углеродные квоты. Ну, из раздела вот здесь ветроэлектростанция, она, как известно, углекислого газа не производит, и вырабатывает при этом электроэнергию, то есть у нее квота есть, она ее не использует, ее можно купить. То есть, ну, это такая классическая торговля воздухом в самом буквальном смысле этого слова. Европа этим очень сильно занимается. Разумеется, выдающиеся наши банковские активисты считают, что и мы должны к этому присоединиться, потому что у нас очень мало нагрузок на промышленность, у нас прекрасные банковские условия сейчас, все отлично, еще бы неплохо на тепловые электростанции повесить необходимость покупки углеродных квот. Второе число, которое тоже должно быть,
Это все-таки научная оценка того количества углекислого газа, которое поглощает наша природа. Наши леса, наши луга, наши болота. Этих данных нет. Последний раз их Союз Советских Социалистических Республик подавал в Организацию Объединенных Наций в 1990 году. Тогда было сосчитано, что вся наша природа поглощает 600 миллионов тонн углекислого газа в год. А выбрасываем мы? Мы считаем, мы уже готовы друг друга данью обкладывать. В 2019 году, когда у нас еще были более-менее приличные отношения с Европейским Союзом, несколько удивились происходящему в Финляндии. Они долго смотрели на нас, оценивали. Вот Финляндия, вот Карелия. Один и тот же широтный пояс, одинаковые леса. Почему же у нас в Финляндии поглощающая способность наших лесов в 3 раза выше, чем в России? Удивительно, подумали финны. И, поскольку от нас никаких ответов нет, наше Министерство природы этим не занимается. Оно занимается подсчетом выбросов углекислого газа не до этого. Обратились в компанию, которая не испытывает никаких русофильских настроений, Boston Consulting, американская компания, финны, попросили все-таки разобраться, что с поглощением углекислого газа у России. Не у нас. Мы на такие вопросы не отвечаем. Boston Consulting, достаточно жестко настроенная против России, в течение года проводила исследования. В 2020 году сообщила: Россия, сообщая о поглощении 600 миллионов тонн углекислого газа, врет. Нагло врет. Мы сейчас посчитали, сколько поглощают только леса России, вот без остальной биоты. 1 миллиард тонн. В год. В год. Россия дает данные 600 миллионов тонн, наше Министерство природных ресурсов. А американцы насчитали миллиард, причем с извинениями. Мы не оценили, насколько выше поглощающая способность как это называется, лиственных лесов по сравнению с тайгой мы еще оценим. Я думал, что на этом уже все, что потом, получив вот такую информацию, наше Министерство природы, разумеется, включится, нет, никуда не включилось, а еще через год Boston Consulting Group сообщила, что, поскольку деньги заплачены, мы продолжаем считать. 21 год на дворе. Следующая наша задача – оценить поглощающую способность болот России. Мы посмотрели на площади болот в России, поняли, что с этой задачей нам не справиться. Мы ровно одно болотце Васюганское оценили, которое начинается в Омской области и заканчивается где-то там внизу Вехаби. Вот одно болото, еще 1 миллиард тонн. И пообещали продолжить работу, но дальше не сложилось, потому что финнам нужно было платить, финнам платить уже было некогда, надо было вступать в НАТО, членские взносы и так далее. То есть расхождение между теми данными, которые есть у нашего Министерства природы, которые получила компания Boston Group, 2 миллиарда тонн как минимум, и 600 миллионов тонн. Тем не менее, мы занимаемся квотами и так далее, и так далее. На мой взгляд, это не самая научно обоснованная деятельность, но мы ей занимаемся. Что касается происходящего на вот этих КОП, предыдущее было в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас в Баку. В Баку собираются приехать руководство более 80 стран. Часть стран бойкотирует. Причина – Азербайджан позволяет себе добывать нефть и природный газ. А еще сегодня одна шведская девочка, уже немножко повзрослевшая, но, по-моему, так и не доучившаяся, сказала, что вот экология в Азербайджане неправильная. Она не экологичная, как в Европе. Давно из Тбилиси выехала. Она в Тбилиси. Прямо из Тбилиси, значит. Прямо из Тбилиси это все и заявляла. Да. Она в Тбилиси, по-моему, там прописалась вместе с их оппозицией. Да. Что происходит с зеленой повесткой, мы наблюдали. У нас наши СМИ очень любят перепечатывать то, что видят в западной прессе. Это легко, с английского языка на русский анализировать ничего не надо, печатаем как есть. У нас очень любят сообщать о доле ВИЭ-генерации на возобновляемых источниках энергии в Европе. Она растет, с каждым годом все больше, миллиарды вкладываются и так далее.
5 ноября 2024 года Германия. Доля ветровой и солнечной генерации в общем балансе 34%. Стоимость киловатт-часа 18 европейских центов. 6 ноября. Черный штиль. Нет солнца и нет ветра. Доля вея-генерации несколько меняется. С 34% на 2%. За сутки. За сутки, да. Что в таких условиях делать оператору объединенной энергосистемы? Во-первых, начинается импорт везде, где дадут. Но поскольку Европа, она не очень большая, этот черный штиль, он везде. По соседям. Соответственно, включается на полную мощность все, что может вырабатывать электроэнергию. Угольные, газовые, какие угодно. Атомные они, слава богу, закрыли. 6 ноября оптовая стоимость киловатт-часа 84 европейских цента. 18,84 за сутки. Сколько продлится этот черный штиль, мы не знаем. То есть, я считаю, что развитие зеленой генерации, увеличение ее доли, это просто замечательно, если это происходит за пределами России. Вот чем дальше от России развитие генерации, тем больше я этому рад. Отношения стран, которые не считают, что политика должна давлеть над экономикой, мы тоже наблюдали. В 2016 году свежеизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, одно из первых движений по приходу в овальный кабинет, выход из Парижского соглашения. Его сменщик, молодой перспективный политик Джо Байден, вернулся в Парижское соглашение. Сейчас в овальный кабинет в конце января въедет Дональд Трамп. Причина тоже понятна. Мы наблюдаем то, что есть. Стоимость электроэнергии в Европе, которая заражена вот этой зеленой болезнью больше всех, она растет постоянно. Разговоры о том, что выработка электроэнергии на солнечных ветряных электростанциях становится все дешевле и дешевле, это прекрасно. Вот на клеммах оно может быть действительно дешевле, но мы не подсоединены к клеммам. Мы подсоединены к объединенной энергосистеме, к линиям электропередач, к подстанциям. Что происходит вот в таких случаях, когда возникает черный штиль, или вот то, что мы наблюдали летом у нас в России, к сожалению, веерное отключение в объединенной энергосистеме Юга. Доля ветрогенерации в объединенной энергосистеме Юга по установленной мощности 12%. 2 недели жара под 40 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. 12% установленной мощности просто отвалились. Обвисли вот эти лопасти, и все. С этого, собственно говоря, начался энергетический кризис, который пока еще не закончился. Что бы нам ни писали западные СМИ, как бы мы не любили это повторять, что энергетический кризис начался после 24 февраля 2022 года с похмелья, после Дня Красной Армии, это неправда. В 2021 год, в весну 2021 года, Европа вступила со стоимостью 1000 кубометров природного газа в порядка $200. К концу лета того же года стоимость достигла $600 за тот же объем. Причина – вот то самое безветрие в период повышенной температуры. Жара, штиль. Жара, штиль, что делать? Атомные электростанции мы частично выключили, антиядерная истерия после 2011 года, аварии на Фукусиме никуда не делась. Это Германия дошла до логического завершения, заявила, что по мере выработки сроков эксплуатации АЭС выключаем, и все. Но точно такие же документы подписывали в Испании, в Италии, в Бельгии. Сейчас они уже пересматривают. Но, тем не менее, доля атомной генерации значительно снизилась. Благодаря проведению политики энергоперехода, декарбонизации угольных электростанций у нас тоже не хватало. Что осталось? Остался газ. Вот то, что с ним произошло. В 3 раза выросла цена, и останавливаться она не думала. В 2022 году она, как известно, била рекорды, там рекордные отметки. Напомню, если кто-то вдруг забыл, $3000 за 1000 кубометров, это было прекрасно. То есть, вот целевая модель европейского газового рынка, разработанная в 2011 году в недрах Еврокомиссии, которую начали внедрять в 2019 году, дала отличный результат. Ошеломительный результат, можно сказать. Как сказала Урсула фон дер Ляйен, у нас прекрасная модель европейского газового рынка, но внешние условия не всегда под нее подходят.
Вот, талантливая женщина. Я радуюсь за весь Евросоюз, что они избрали себе такого прекрасного производителя. То есть, вот вся рота шагает не в ногу, и только прапорщик шагает правильно. Одно из следствий этого нужно было, несмотря вот на все это изобилие, напомню, 2009 год – это третий энергопакет и директива АВИ, 2011 год – вот эта целевая модель европейского газового рынка, 2020 год – зеленая сделка, попытка разработать общую водородную стратегию. Не успели, потому что водородная стратегия 27 стран в Европейском Союзе были национальные, их надо было как-то гармонизировать между собой, разработать не успели. Нужно было чем-то поступаться. Потому что понятно было, что при происходящем дорога в тупик. И обратите внимание на дату: 31 декабря 2021 года в 23 часа 55 минут. Я не шучу. На официальном сайте Еврокомиссии появляется решение о таксономии. Так называемая зеленая таксономия, она позволяет и банкам работать, предоставлять льготные режимы тем, кто будет заниматься тем или иным видом инвестиций в энергетику, дает возможность государствам предоставлять льготные режимы и даже прямое финансирование для двух видов генерации. Газовой, неожиданно стала зеленой, но в этом решении она объявлена как переходная, конечная цель Европейского Союза к 2050 году полностью отказаться от ископаемого топлива. Вот на этот переходный период можно в том случае, если в проектах будет видно, что для выработки 1 киловатт-часа энергии требуется 137 грамм природного газа. Таких технологий в природе нет, но тем не менее. И атомная генерация. То есть, в конце 2021 года в Еврокомиссии заметили, что химическая реакция горения в активной зоне реактора не происходит. Поэтому нет тепловых выбросов. Кто бы мог подумать. Удивительно. Удивительно. Замечательное решение. Замечательно оно тем, что поскольку это решение, его нужно не ратифицировать, его нужно отвергнуть. Для того, чтобы не вводить в действие это решение, требовалось при голосовании в Европарламенте набрать 2/3 голосов. Не для того, чтобы ратифицировать, а для того, чтобы отказаться. Не получилось. Не получилось, не набрали. Дальше последовала полугодовая пауза, потому что еще один маневр: если 2/3 государств, входящих в состав Евросоюза, используют свое право вето, это решение не проходит. Из 27 государств надо было, соответственно, набрать 18 голосующих против. Не набрали. Это было уже очевидно, что стран с такой активностью, как правительство выдающегося политического деятеля современности Олафа Шольца, если нас каким-то образом слушают граждане Германии, обязательно голосуйте за него, у него кризис, обязательно оставьте его во власти, в крайнем случае смените на Бербок.